Друзья, всем привет, Александр, Большая Камбоджа, и сегодня я вот на китайских линиях вылетаю в Сиамэнь, а с Сиамэня дальше я вылетаю в Италию, я лечу в Джаши к своей дочери. Все, кто следит за каналом, все знают, что у меня есть дочь, которая живет в Италии. Всем приятного просмотра, будут такие короткие зарисовочки. Мое путешествие, беру вас с собой. Так, вот нам здесь раздали такую водичку и раздали вот такие орешки. Такой рис. Что тут еще у них? Есть какая-то сладость здесь. Кексик. И йогурт. Вот такое питание у нас. Что-то тут еще есть. Что-то непонятное. Это маринованные были овощи. Вот тут, сюда тут их можно положить. И это еще чесночный соус, она мне сказала. Тоже можно в этот рис. Это карри риса. Друзья, нормально долетел. Очень быстро пошел, кстати, паспортный контроль. Не то, что как в Чэнду. Если российский паспорт, то, значит, здесь можно без визы, транзит. По-моему, до 72 в этом городе часов. У меня вылет завтра, поэтому сейчас вот жду. Не жду, точнее, сейчас иду там на такси. Такси, кстати, недолго ждать. И все, и еду уже в отель. Ну, как-то все быстро. Но, конечно, я в тут первый раз, немножко все равно ощущается, что это такой все-таки провинциальный город. Но небольшой, там сколько, 3,5 миллиона. Такой маленький, ну не то, что маленький, небольшой по китайским меркам. Я, друзья, вышел погулять здесь. Есть такая пешеходная улица, прям недалеко от около отеля нашего находится. Но все уже, как видите, закрыто. Потому что время 12. Какие-то открытые ресторанчики. Очень много, обратил внимание, есть морских ресторанов. Смотрите, тут с крабами прям у них. Нет какого-то ночного движа вообще на пешеходной улице. Прям как-то тихо. В Пномпене или в Бангкоке. Прям движ в это время везде. Может, не там, где надо, но вот эта пешеходная улица была написана. Какие-то заведения, но они вот уже закрываются. Так, отель у меня прям рядом. Здесь все так красиво украшено. Надо было, конечно, приезжать хотя бы на сутки. Надо было такой транзит сделать. Немножко я, конечно, ошибся, потому что хотя бы сутки еще можно город было хоть чуть-чуть посмотреть. Пьяные китайцы такой вот лежат на полу. Ну, видать, это просто немножко приподвыпили ребята. Собственно говоря, и все. Это такое бывает. Китайцы любят тоже выпивать. Вот мой отель. Такое большое здание. Прям на берегу стоит. Китайский отель вот такие, тоже интересные, смотрите, вот там такие холлы огромные, люстры какие висят, очень помпезно. Давайте покажу вам номер. Конечно, номер огромный. Значит, у меня тут есть ванна. Здесь, соответственно, туалет, душ. Все очень качественное. Вот эту ванну можно, вот эту штуку можно закрывать. Она закрывается, ты можешь ее опускать. Здесь есть у нас и тапочки, и халаты, и зонты, и ложки, и пакеты какие-то. Очень хорошо здесь. Гладилка, сейф, фен вот такой удобный, можно сидеть здесь.
Значит, кровать огромная, двухметровая. Значит, это водичка бесплатная, это водичка платная, 38 юаней. Чай по 10 юаней можно заваривать. Прикол, короче, смотрите, у них тут не мини-бар, у них онлайн-супермаркет, и его привезет вам, если что, робот. Ваш заказ. Так, здесь обычный ящик, ну, здесь всякие разные чашечки, чайник. Здесь вот бесплатный чай. Так, вот этот платный, я сказал, да, такой? Для китайцев чай самое главное. Значит, рабочий стол, кушетка лежать. И такой бомбический вид. Бомбический вид на остров. Вот на этот остров, я не знаю, успею съездить или не успеем. Тут какие-то маленькие паромчики ходят. Если там погулять, это вот одна из достопримечательностей Сиаменя. Значит, тут какие-то военные корабли стоят. Вот там эстакада, про ту эстакаду, по-моему, Варламов снимал. Что-то он как-то критиковал, что просто из пляжа сделали эстакаду, да? Мы тоже, кстати, я тоже сейчас нахожусь, кстати, на острове, это остров, так. Вот там порт. Ну, тут такой портовый город Сиамэнь, конечно. Я специально взял, чтобы был вид такой хороший. Значит, стоит он чуть-чуть дороже $100. Можно было взять, конечно, какие-то отели подешевле, но я специально взял отель, потому что находится здесь в самом-самом центре от пешеходной улицы, чтобы успеть что-то посмотреть. И чтобы был такой суперский вид, чтобы вот этот остров посмотреть. Собственно говоря, цена из этого складывается. Да, это пятерка крутая. Если пойду на завтрак, покажу вам, что тут вообще еще есть на завтраке. Но что мне все время нравится в китайских отелях, потому что эти отели всегда такие, они здоровые. Если это отель пятизвездочный, это пятизвездочный отель. Они очень большие, такие вот прикольные. Ну, блин, мне очень нравится такой объем. Немного вам еще холла. Заход, конечно, красивый прям. Молодцы, ребята. Так, вот там ресторан, на который я сейчас пойду на завтрак. Друзья, на завтраке очень интересно здесь. Хлеб, выпечка. Так, булочки не для меня. Завтрак, конечно, я уже сразу вижу, что очень крутой. Каши китайские. Лапша, овощи жареные. Всякие лепешечки, яйца. Это маринованные овощи. Я, кстати, ни разу таких вот овощей не видел, чтобы было так много сразу. Так, здесь все азиатское. Лапшичка, супы, пельмени, динсамы. В общем-то, в азиатском, конкретном, в китайском стиле завтрак, но кое-что есть, если что, есть европейское. Но я люблю китайское, поэтому буду кушать китайское. Хороший завтрак. Большой, прям большой. Ну все, я пошел выбирать, друзья. Итак, друзья, покажу вам свой завтрак. Значит, утиная грудка, оливки, вот этот помидорчик такой вяленый, пельмешки, это лотос, яйцо, тут какая-то вот лепешка, вот цветная капуста и брокколи, апельсиновый сок. Красиво, смотрите, как все зелено. Что мне нравится, тоже китайские города. Вот, все вот так. Деревья здесь такие красивые. Но это прям вот недалеко от моего отеля. Я, друзья, хочу дойти до пешеходной улицы, попробовать посмотреть, что там еще есть, показать вам. Потом я пойду в магазин DJI. Хочу купить камеру новую, для того, чтобы снимать на нее. DJI Osmo 3.
Времени, конечно, у меня мало. Конечно, после Камбоджи такая хорошая погода. 16 градусов, вообще супер. И не жарко, и не холодно, такую погоду вообще обожаю. Велосипеды, прокаты, можно по приложению зайти и взять себе велосипед в прокат. Так, вчера я здесь проходил. Здесь вчера были пьяные ребята. Лежали вот здесь. Так, вот тут пешеходная улица, но буквально тут 2 минуты еще. Так, ну вот здесь пешеходная улица. Она еще, конечно же, закрыта, но уже какие-то ресторанчики, как видите, открываются. Нельзя ездить с 8 до 23. Такие интересные постройки. Ну, для туристов. Ну, я полагаю, что она открывается, наверное, часов в 10. Соответственно, мы с вами это уже не увидим, но хотя бы я немножко вам покажу, как здесь все выглядит уже днем. Интересно, знаешь, портовый город. Еще торговля здесь была в 19 веке, начиналась, когда Китай уже открывался. Очень много морской кухни, просто видно. Ну, потому что город находится на море. И видно очень много морских разных блюд. Ну и не только морских. Чисто китайских. Вот это все, конечно же, когда будет открыто, это будет очень интересно на все на это посмотреть. Уже с утра начинают зазывать. Время еще нет 9 часов. 8:20. Очень интересная архитектура. Я такую архитектуру в Китае не видел нигде. Может быть, что-то в Гуанчжоу было наподобие. Просто как вот... Ну, каждый город, он по-своему, знаете, интересный. Здесь вот завтраки. Динсамы. Китайцы завтракают здесь. Да, кстати, основная часть города находится на острове. Я сначала подумал, что этот остров небольшой, а мне от аэропорта было ехать 20 километров до отеля, потому что остров на самом деле здоровый. И этот остров просто город. Электробайки. Китайцы все ездят на электробайках. Такие чистые подземные переходы с историей города. Я хочу перейти на ту сторону, чтобы посмотреть набережную, вам заснять ее тоже. Здесь история. Очень интересно. Я про этот город практически ничего не знаю. Потому что я здесь первый раз. А в Китае очень много таких городов. Китай, потому что это огромная страна, это целая цивилизация. Здесь даже есть свой язык. Потому что в Китае на самом деле очень много языков, потому что страна очень многонациональная. Да, если вы подумаете, что китайцы все вообще одинаковые, это абсолютно не так. Очень много национальностей, очень много языков, народы свои вообще, поэтому они очень сильно отличаются вообще, все китайцы. Общее количество национальностей я, конечно же, не помню, но очень много. Даже русские здесь есть как национальное меньшинство, которые в свое время сюда бежали, когда была революция. Вот набережная. И вот там еще один маленький остров. Но туда я не смогу попасть. Туда ходят такие паромчики красивые. Здесь, как видите, все убирается, чистота. Любо посмотреть, конечно. Что мне нравится в Китае, это зоны для отдыха, парки, где можно погулять. Пока в нашей Камбодже, конечно, с этим очень туго. Ну, еще все впереди, как говорится, развитие идет. Так, а вот там дальше уже материк. Вот там, друзья, уже материк.
Чем-то мне, честно, напоминает немножко Гонконг, потому что такие же холмы, такие же там здания стоят. Плюс портовый город. Очень интересный. Да любой город вообще интересный. Еще путешествия, они открывают мир для вас. Вы больше понимать начинаете людей, понимать другие культуры. Поэтому, друзья, всем вам желаю путешествовать и рекомендую это делать при любой возможности. Даже выезжать. Если нет возможности поехать за границу, даже выехать куда-нибудь у себя. Дома. Даже просто на природу.便宜，我上次10块钱买6条。Hello， Hello， 你是哪国人？俄罗斯。俄罗斯啊。俄罗斯。乌拉。乌拉。对，他到过你们国家，去你们国家去过。俄罗斯。去过吧？没去过。俄罗斯很近。法国去过。Он спросил, ты откуда? Я говорю, из России. Прокричал ура. Ой, охранники даже со мной сфотографировались. Но тут, кстати, мало иностранцев. Это же, конечно же, никакой там не Гуанчжоу или там Шанхай или Пекин. По крайней мере, я здесь еще иностранцев вообще не видел. Только в отеле одного видел мужика. И все. Ну, им тоже интересно. Плюс у меня еще рост. Мне, кстати, многие спрашивают по поводу роста. Вот особенно подписчики, с которыми я встречаюсь, они говорят: Александр, нам казалось, что ты все-таки немножко пониже. На самом деле рост у меня 188 сантиметров, поэтому многие удивляются, когда видят меня, если там где-то там в аэропорту я встречаюсь или еще где-то. Красивейшая набережная. И воздух такой морской. Летом, понятное дело, здесь, наверное, жарко. Сейчас вообще хорошая погода. Я вызвал такси, я использую китайское приложение. Не так, конечно, его просто всем использовать, потому что нужен китайский номер телефона, но сейчас приедет. Вот мое такси приехало, а и он... Это, кстати, электричка. Нихао. 你好，8053的是。А? Кто я? 来，请系好安全带。 Он спрашивает всегда номер телефона. И вот я ему номер телефона подтверждаю, чтобы не ошибиться. Потому что много кто может сесть и едем. Значит, такси стоит 35 юаней, 14 километров. Это $5, 14 километров, но это очень дешево. Такси в Китае очень дешевое. Так, кстати, друзья, туда прямо Тайвань. Я вот смотрю, военные корабли. Вот еще один какой-то военный корабль идет. Прям что-то много. О, даже какой-то пляж есть с песочком. Очень много туннелей и вообще очень интересная такая качественная транспортная система. Я смотрю, ни пробок, ничего нет, все быстро. 80 км в час все время едем. Друзья, я приехал к выставочному центру. Здесь, наверное, выставки большие проходят. И здесь вот где-то должен быть магазин DJI, который открывается в 9 утра. Но что-то я пока его не вижу. Надеюсь, он не съехал. Камеру-то надо купить. Да, конечно, смотрите, какая чистота. Чистота просто поражает. Чистота и порядок. Вот эти велодорожки, по велодорожке иду. Не оказалось, друзья, камеры здесь, вот в этом магазине. Еду в другой магазин, но у меня уже просто по времени здесь все поджимает. Ну, надеюсь, успею. Главное, опоздать в аэропорт. Но зато покатаюсь по городу.
большой выставочный центр. Ну, хоть какой-то плюс в этом есть. Я хотя бы покатаюсь, посмотрю город. Правда, быстрым ходом на автомашине, на автомобиле, на автомашине, но посмотрю. Ну и вам заодно, друзья, покажу. Вот вы посмотрите, как здесь все организовано у китайцев. Первый раз такое вижу, вот он едет по навигатору, да, и у него, смотрите, светофор законтачен, получается, с навигацией. Показывает, сколько секунд осталось. Вот так вот новые технологии шагают. Не знаю, я нигде такого не видел. Может, вы где-то видели? Так, немножко меня такси не туда привезло. И придется пройти еще немного до этого торгового центра. Вот такие дома здесь тоже, смотрите. Дома. Но зато везде, смотрите, везде парковочки. Везде чисто. Погодка очень хорошая. Ну что, друзья, выпуск сегодня, получается, у нас практически из машины идет, да? Но не обессудьте. Я просто своими глазами показываю сам, что вижу. И вот, смотрите, проезжаем опять какой-то очередной парк. Красивый китайский парк. Да, и смотрите, везде уже фонарики, потому что идет подготовка к Новому году, потому что Новый год уже скоро, буквально через 6 дней, с 9 на 10 будет китайский Новый год. Год дракона. Я приехал в аэропорт, иду на регистрацию. Низкие потолки такие в аэропорту. И самое интересное то, что таможня сразу на входе у них. В общем, Сяомэнь аэропорт такой небольшой. Нет толп, конечно же, как в крупных городах китайских, как в Гуанчжоу. Какие у него красивые окошки. Можно купить всяких разных подарочков. Вот здесь, вот, собственно говоря, что я и сделал. Такие разные сладости местные. Но они, конечно, специфические, но зато они местные. Что я и Даше подарю, и ее другу. Сеси. Такой большой мешок получился. У нас посадка начинается. Ну вот, друзья, закончился этот короткий выпуск. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм. А есть Телеграм о недвижимости. Кстати, кому интересна недвижимость, обязательно обращайтесь. Хорошие инвестиционные предложения есть тоже. И тоже есть в ссылке в описании есть Телеграм-канал. Всем пока. А я уже улетаю в Италию. Следующий выпуск будет из Италии, где я встречусь с Дашей. Кто ее знает, кто подписан на канал. Все, всем пока. Синенький наш самолетик. 高尚，这个是真是高尚。来，需要龙高兴，信号过去。